В описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены, это не реклама, это факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал, и я вам за это премного благодарен. Всем здравствуйте. Финальный босс 7-го сезона, фаза 2 и дополнительные команды, которые у нас появились. По основным командам сразу скажу, что у меня здесь особо ничего не изменилось, то есть все то же самое, что я вам показывал в первом видео, и скорее всего у меня ничего не изменится. То есть в командах я тут не менял ничего, просто рандомил. Если выше урон здесь видите, то это значит, что я просто нарандомил. Навряд ли я буду в них что-то менять. Смысла нету, я здесь в топ-3 все равно не попадаю. Ну а дополнительные команды, давайте глянем. Первая команда вроде бы чуть-чуть постабильнее. Расстановку вы видите, это у нас команда горения. Она набивает, здесь написано 400, у меня они набили где-то 360-370 максимум. Это у нас команда с Виктором и Крисосом. Здесь донатный артефакт, третье пробуждение Крисоса, то есть я не знаю, как они у вас будут играть без всего вот этого вот. Я видел, что еще Крисос со своим артефактом, без пробуждений, тоже справляется, то есть живут весь бой вполне себе стабильно. Ну а у меня вот пока что только так. Если вам такой вариант нужен, то можете посмотреть. Здесь все то же самое, что и было до этого, в версии с Синареллом и Крисосом. Но теперь здесь Виктор. Виктор за счет там снятия стабильного усиления босса, он здесь в сопротивлении, да, точности не жалейте тоже. Он может увеличить урон. Цикл у него 15 секунд, поэтому ускорение навыков не забываем. И Крисос, такой же, как и был, точности у меня здесь не хватило, но здесь есть аура Виктора, поэтому я думаю, что будет нормально. Тайминги здесь вот такие. Вот такие вот. Ну, почти отсутствуют. Вторая команда — это команда ауры без анализис. Здесь у нас Гиллиан выполняет роль анализис. Вот можете себе представить, что герой ДД школы выполняет лечение, ну, то есть вспомогательные функции, так же, как плюс 5 герой поддержки отдельный, целый, да? Ну, конечно, разработчики с этой анализис не то что переборщили, это какой-то узаконенный читерство. И мы с вами читеры, все, кто ее имеет. Итак, команда выглядит вот так. Абсолютно та же команда, что и была, просто меняю анализис на Гиллиан, точнее наоборот. Тайминги здесь вот такие. Чуть-чуть смещена Шахла, потому что и, соответственно, Линкас, потому что все равно она съезжает. То ли там микростан вот этот проходит, оглушение, то ли еще что-то, не знаю. И поэтому же я сдвинул Дианту. В любом случае тайминги выглядят вот так. Гиллиан здесь 15 секунд по умолчанию, да, для того, чтобы щиты и баф защиты давать перед больными ударами босса. У нее здесь сет на снижение урона. Если у вас есть запас по выживаемости и у вас есть донатный артефакт, можете попробовать поставить сет на увеличение урона от щитов. Может быть, урона тогда будет больше. Набивает эта команда, по-моему, 580 у меня. Где-то 580 они меня набили. В варианте с Анализис у меня они набили, как я уже только что показал, 900 миллионов. Здесь у меня Таресия плюс 4. Вся команда такая же, как и была. Ничего здесь не менял. Единственное, что чуть-чуть, может быть, нарастил там защиты кому-нибудь, кому смог, и очков здоровья, чтобы жили получше. Гиллиан здесь вот в таком варианте, побольше просвещенности, побольше ускорения навыков и, соответственно, сопротивления. Она здесь на раздаче. Можно ее как-то поставить, ну, так, чтобы она раздавала. Это у меня раздача сопротивления с варианта сбора, команды сбора. Но здесь я это так не использовал. Видим, что расстановка не соответствует. Можете поставить как-то на раздачу, чтобы Шахла та же самая со своим сопротивлением, да, ну, более стабильно сопротивлялась. В остальном та же самая команда. Все те же самые нюансы, я не буду их повторять, да. У нас здесь все в сопротивлении, кроме Таресии, потому что Таресия будет получать энергию от Шахлы. Ну и, собственно, все. Поэтому можно ей ускорение не собирать. В остальном всем не менее 72 единиц. Если не хватает там через руны, через 2 кусочка, то добавляем вот этот вот предмет. Где он здесь? Вот этот вот предмет на ускорение. Живут вполне себе стабильно. А вот и та команда сбора, для которой я собирал вот эту Гиллиан на раздачу сопротивления. Это та же самая команда, что вот это вот была с Линой, только здесь у нас Гиллиан. Тайминги у нас здесь такие же. Единственное, что у Гиллиан 15 ограничения, чтобы под самые сильные удары босса попадать со своим бафом на защиту. Остальные без тайминга. Команда абсолютно та же, только здесь у нас Гиллиан. Ну и, естественно, приоритет по снаряжению для Гиллиан другой, да, не защита, допустим, как у Лины, а просвещенность. Ей нужна просвещенность, чтобы лечение было побольше. Ну, очки здоровья, защиты как получится. Сопротивление побольше на раздачу. И ускорение навыков тоже, плюс я добавил этот предмет. Стоит она здесь, да, чтобы раздавать сопротивление, ну и, собственно, все. Других никаких нюансов нету. Та же самая команда, что и была с Линой.
Здесь у нас атака, естественно. Команда эта не живет весь бой. Я не смог заставить их весь бой жить. Может быть, у вас получится. Где-то минуту они не доживают. Плюс-минус 1 минуту не доживают. Наносят, почти 400 миллионов. То есть где-то 380 они у меня наносили. Команда яда, я ее уже показывал в коротком ролике вчера. Здесь тоже продублирую. Команда яда у нас здесь без рейты, но с викуком. Тайминги у нас здесь вот такие вот. То есть тайминги те же самые, что и были в команде с рейтой. Единственное, что здесь теперь викук стоит вместо рейты, и тайминги те же самые. Схема снаряжения на экране. Викук стоит где-то здесь. Я не знаю, важно это нет, но они у меня вот так вот весь бой живут. По урону, так, здесь у нас на точность. По урону они набивали у меня, по-моему, 360. Я пробовал эту команду на другом аккаунте, где нету таких пробуждений, и живут там заметно хуже. То есть здесь, допустим, Агок 5, да, точность ему не нужна, но даже не в этом причина. Причина в том, что он пожирнее. По-моему, он в этой команде удар там на себя принимает какой-то основной, и команда более-менее живет неплохо при такой расстановке. Если у вас нету такого количества пробуждений, жить будет тяжелее, и смотрите в бою, на кого приходится основной удар. Там видно, это отчетливо видно. Я не знаю, от чего это зависит, то ли от расстановки, скорее всего от расстановки. Кого босс будет больнее всего бить. Там прям видно, что команда вот так вот играет, и у кого-то постоянно просаживаются здоровье, очки здоровья. Хотя остальные вроде бы более-менее нормально идут, стабильно. Если такой есть у вас, и, допустим, это кто-то слабенький, кому вы не можете накрутить там защиты побольше, то ставьте его в другое место, а на это место ставьте кого-то, кто может держать удар. Команда такая, что здесь у нас викук, мы ему точности добавляем сколько-нибудь, да, там, наверное, единиц 100 хватит. Только для вот этого штрафа атаки. Я думаю, что он лишним не будет. Ну а в остальном можно добавить просвещенности, чтобы лечение было побольше. И ускорение навыков. У меня здесь много не получилось. Как у рейты получилось 49, но я здесь добавил вот эту еще вещь. Чтобы он в цикл успевал и чтобы чаще лечил. У него здесь рассеивание 2 ослаблений, то есть это будет не бесполезный навык. И сколько получится, очков здоровья, защиты добавьте. В остальном команда вся та же самая, то есть одета так же, то есть мы ее уже видели. Также я вчера показывал команду через Торина, без Тиамата. Эта команда у меня набила 375, по-моему, миллионов, я здесь записал. По-моему, да, 375. То есть вполне себе неплохо. В варианте с Тиамат у меня пока что было максимум 400 или 410, не помню. То есть очень даже такой нормальный вариант. Схему снаряжения вы видите, тайминги здесь вот такие. Я пробовал Торина не ограничивать, вроде бы чем чаще ходят, тем лучше. Нет, если убирать ограничения, то они просто умирают в первой половине боя. И то же самое с Лильванис. Пробовал ставить ей тайминги, получалось меньше урона. Расстановка у нас здесь вот такая. Торин вот такой. Ускорение навыков, сопротивление. Ему побольше сопротивления лучше сделать, если получится. И, соответственно, конечно, просвещенности побольше тоже. Очков здоровья, защиты сколько получится. Все остальные здесь такие же. То есть у меня здесь, по-моему, защита. Да, защита. Защита убернейт, потому что больно очень. Ирзелас без вот этого артефакта живет очень плохо. Он очень хорошо увеличивает живучесть, конкретно его. У него здесь 62 ускорения, так же, как и в прошлой команде, да, версии. Он получает недостающее за счет вот этого таланта, как и многие здесь в команде. То есть основная, та же самая команда, как и была. Я ему здесь защиту добавил. Иначе он, жил хуже. Синтреля, так, что у нас здесь атака, вроде бы ничего. Также ускорение навыков, в принципе, все. Лильванис вот такая. Можно попробовать сет на снижение урона, да, если у вас совсем все плохо с выживаемостью. Вы потеряете, конечно, урон, но если совсем плохо, может быть, он поможет. Хотя, если совсем прям плохо, мне кажется, разницы особо не будет. Что есть там это снижение, оно там не такое большое, хотя заметное. Попробуйте. И последняя команда — это команда Ледяного Взрыва. Я просто взял команду с прошлой фазы и сделал некоторые изменения, чтобы эта команда могла выжить. И у нас здесь небольшие перестановки. Видим, что разлом теперь на шине, а на ворише у нас артефакт донатный. Естественно, если у вас его нету, ставим рога, либо сундук. Лучше, наверное, рога, потому что ему точность нужна. Изменения эти и, собственно, изменения по таймингам я взял у Инфернала, за что ему большое спасибо. Такие вот у нас тайминги. Мы здесь, получается, вориша ставим на 10,9 так, чтобы наш босс не вызывал своих существ. Либо вызывал минимальное их количество. А так как у нас шина на разломе, и все у нас здесь с ускорением, кроме Билдель, у нее здесь 10-15. Раньше у нас шина хорошо не могла на разломе стоять, да, и мы использовали вориша, потому что у нас здесь было много призывных существ. Здесь мы вынуждены ради выживания уже пойти вот по этой схеме и оставить босса в одиночку против нас. И тогда шина вполне себе неплохо накладывает вот этот разлом. У нее здесь у нас точность и сопротивление. Ускорение навыков, как всегда, нужно 72, чтобы она успевала в 15-секундный цикл. Я всем для страховки поставил талант на лечение, чтобы они жили стабильнее. Если у вас есть какой-то запас по выживаемости, можете ставить, вот эти вот таланты на урон.
мы обычно ставим вот этот нижний, что Сове тоже нижний можете поставить, Билдель тоже нижний. Филосия также в сопротивление, в просвещенность и в сопротивление. Ну, ускорение навыков сколько сможете. Чем больше, тем лучше. Сова также шанс крит удара, крит урон, сопротивление, ускорение навыков сколько сможете. У меня здесь вообще 44 единицы. Добавится вот с этой вещи 40 единиц, то есть будет 84. Правда, ей понадобится 10 раз использовать свой навык, то есть это будет не скоро, и она, возможно, будет отставать. Не знаю, на уроне это сказывается сильно, либо нет, но у меня вот так. Посмотрите, может быть, можно сместить как-то тайминги. Вориш, так, я его вроде показывал. Ускорение навыков 64, опять же вот эта вещь, чтобы добрать ускорение недостающее. Точность и сопротивление как можно больше. Ну, у меня здесь получилось 279, ну плюс у нас еще Филосия раздаст, я Вориша сюда поставил, поэтому все будет нормально. Так, шину я, по-моему, показал уже. И Билдель, как обычно, в урон. То есть крит шанс, в первую очередь, атака, ну и там на остаток, если будет крит урон. Эта команда у меня набила там за пару проходок 285 максимум. То есть набивала что-то 300, по-моему, 80, что ли, в первой фазе. Ну а сейчас получается вот столько. Но при этом живет зато стабильно, что замечательно. Если у вас в первые циклы будет тут еще книжечка вызываться, либо еще кто-то вместе с ним, но это ничего страшного. Я смотрел на бой, и потом плюс-минус стабильно уже никого призываться не будет. Смысл в том, что у нас здесь запрет усиления от Вориша, да, действует. И в момент, когда босс призывает существ, то есть идет проверка на количество ослаблений либо усилений, у него здесь одно ослабление висит. То есть он никого не призывает, так как он руки призывает за усиление, одна штука за одну штуку, а книжки он призывает за 2 усиления. То есть ни то условие не выполняется, ни это. И мы спокойненько весь бой бьем босса. И проблем с выживаемостью, ну, я не особо заметил. Хотя сова умирала, и я ставил из-за этого ей талант на лечение. Есть еще такой вот вариант команды. У нас здесь Афанасий стоит и Зракс, да, и Синарел получается. Они у меня весь бой не выжили, но нанесли 200 миллионов. Что очень даже неплохо, я считаю, так как здесь у нас и Пайкстона нету, и того же Крисоса. Если вдруг вам нужен такой вариант, пожалуйста, вот он есть. Я делал его на другом аккаунте. Так как героев поддержки здесь вот на второй слот для героя поддержки здесь уже никого не осталось. То есть я бы мог поставить, допустим, Адольфуса, но Адольфус у меня был вот в такой вот команде. Она там 200, по-моему, не набила, но что-то 185 уже на второй фазе, это скриншот с первой фазы. Во второй фазе там что-то 185 вот эта команда набила. Поэтому Адольфус остался там, так как здесь у нас, как видим, лечения никакого нет, только щиты от Филосия. И Адольфус здесь, ну, никуда его не денешь. Коды на эти 2 команды я тоже оставлю. А на этом все с командами дополнительными. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.